Всем привет! Сегодня мы смотрим на обувь от Puma, моделька Graviton Mid. Это высокие ботинки, которые позиционируются как зимние, но при этом не на суровую зиму, а скорее как евро или же до минус 10, максимум минус 15 на теплый носок. Коллекция осень-зима 2021 года, сделаны они в Китае. В нашем случае это ярко-песочный цвет, также есть более темное исполнение. И что характерно для этих ботиночек, они имеют в своем силуэте, именно на мой взгляд, модели 80-х годов, которые в целом были доработаны с более новыми решениями в дизайне. Но они очень смахивают на Puma Vista Mid, которые выпускались 2 годами ранее, и пришли им, можно сказать, на замену. Интересный момент также с названием Graviton. Мне почему-то хочется назвать их Gravity. В переводе вроде как это означает, что гравитация. Такое вот интересное название. В целом же моделька выполнена с материалов довольно-таки бюджетных. Это искусственная кожа, вставочки текстильные под замшу. Хотя на Висте было практически то же самое, но там было еще 7% кожи. Здесь же вроде как указывается, что все идет не натуральное. Несмотря на бюджетность всех материалов, они сделаны довольно аккуратно. Швы все выполнены очень даже достойно, клея не видно. Можно видеть основную стельку. Подошва здесь идет с отверстиями, кстати, для облегчения, скорее всего, и удешевления в производстве. Но обычно с подошвой проблем и особо не бывает. Мы можем увидеть здесь также стелька Soft Foam, она принимает форму стопы, она более мягкая. За счет этого как бы здесь осуществляется та самая амортизация. Внутри флис полностью идет, причем он по всей поверхности довольно теплый. Я думаю, лезть он не будет. Задничек наполнен хорошо. Вот, кстати, момент, оговорочка. Флис именно до средней части есть. Спереди там уже просто плотная идет ткань, как второй слой под основным материалом. Подошва здесь довольно тонкая, имеет ИПУ вставочку. Накладка скорее здесь имеет лишь декоративный характер. Пена довольно твердая, здесь больше амортизация только за счет стельки. Прожимается вообще слабенько, это какая-то разновидность Эвы и Мева, то есть более прессованные легкие варианты. Подметка здесь где-то имеет толщину 2-3 мм, она идет на всю площадь. На разных поверхностях и на льду, я думаю, они будут примерно средние. Они вряд ли будут прям супер цепляться, но при этом и сильно скользить не должны. На ногах сидят довольно комфортно, имеют хорошую глубину посадки, как по мне. За счет стельки ощущается мягкость. Моделька полномерная, нужно смотреть на длину, именно которая указана на язычке. Ей они 100% соответствуют. Можно зашнуровать по-разному, выше, ниже, как вам будет удобно, но стоит учесть, если вы хотите посадку хорошую, нужно шнуровать выше. Как вы можете видеть, пена еле-еле отрабатывает, но, опять же таки повторюсь, как для зимней обуви этого более чем достаточно. На большие морозы они не рассчитаны, на супер какую-то слякоть, грязь тоже, так как они будут в этом цвете сильно пачкаться, и если же вода, скажем так, слишком будет контактировать с поверхностью этого материала, то, соответственно, он пропитается и со временем промокнет. Но для обычного снега, я думаю, их более чем достаточно. Заломы, скорее всего, в виде полосочки появятся небольшие, скорее всего, в виде двух, так как материал сгибается, но это не будет критично. Такой получился вот обзорчик флэш. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.